Часто я слышу от даже самых маститых экспертов, что нам, Украине, никто из других стран ничего не должен. Вот мы сами дураки, сами во всем виноваты, мы такие-сякие, пересякие и далее по тексту. И многие копипастят это малоумное утверждение, пересказывают, смакуют. А я же говорила, не прилипайте к своим любимым экспертам, и даже видео для этого сделала. Так вот, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, в стране, которая истекает кровью, защищаясь от восточного варвара, давайте разбираться, кто кому Рабинович, кто виноват, что товарищ Путин творит все эти безобразия на нашей земле, которые главный дипломат Евросоюза Боррель называет конфликтом. Так ли мы во всем виноваты и должны ли нам помогать наши дорогие союзники? О союзниках я вам тут на канале плешь проела, потому что это была одна из причин, что мы проиграли вызвольні змагання. Поэтому слава Богу, что сейчас союзники у нас есть, и вследствие этого мы еще держимся. И вообще странно такое слышать, что нам никто ничего не должен, и мы никому ничего не должны в 21 веке. Ладно бы эксперты всякие, а вот люди при власти такое мелят. А ведь даже при первобытно-общинном строе у племен были союзники, а вождей своих тогда еще выбирали как в волчьих стаях, по уму, силе и харизме. Иначе гаплык всей стаи. Вожди племен договаривались, когда, с кем и против кого воевать. И схема эта аж никак не поменялась с тех пор. Президенты демократических стран избираются прежде всего для проведения внешней политики, а внутренними вопросами занимается кабинет министров. Именно президенты секут поляну, ищут союзников, но если кто-то из них слетает с катушек и угрожает всем им, тогда сообща наваливались на этого барбоса и ставили на место. В нашем кругозоре это война 1812 года, когда страны скооперировались, чтобы вместе покончить с выскочкой Наполеоном. Вторая мировая, когда ставили на место Гитлера. На время все затихало, победители клялись в дружбе, но потом новое поколение подрастало, войны забывались и все по кругу. И понятно даже ребенку, что в 21 веке, когда все так глобализировано, страны кучкуются по интересам, целях своей защиты, именно поэтому возникла НАТО, а СССР сколотил такой союз, как страны Варшавского договора. Именно поэтому создан Евросоюз. В одиночку ведь не выживешь, вспыхнет на одном конце земли, а скажется на другом. Так вот, чтобы не было недоразумений в дальнейшем, в моем представлении США – это великая страна. Великобритания – это великая страна. Но все дело в том, что глобальный мир несовершенен. И если кому-то кажется, что все эти важные взрослые дяди и тети во главе государств способны все просчитать и устроить мировой заговор, то нет. Эти дяди и тети, многие из них просто человеки и часто оказываются не на своем месте. Вожди племен их бы точно не выбрали, даже сторожить пещеру бы не доверили. Но в современном мире другая система выдвижения на государственные посты. И поэтому политики часто ведут себя пафосно, надувают щеки, кажутся мудрыми и недосягаемыми, в чем им способствуют всякие ритуалы и церемонии, но при этом они совершают непозволительные для их позиции ошибки и просчеты, которые сказываются на последующих поколениях. В общем, порассуждаем, кто кому что должен. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Сейчас это называется геополитика. Геополитика – это наука о том, как страна расположена, где, на какой местности, какого она размера, какие у нее климат, почва и сырье, и отсюда руководитель государства решает, как ему строить свою внешнюю, экономическую, военную политику и стратегию. Отсюда следует, что каждый глава державы обязан быть стратегом, быть, а не мнить себя таковым. Но проблема в том, что со стратегами сейчас напряженка. Мы еще поговорим как-нибудь о том, почему это случилось. Геостратег обязан понимать, что проблемы мировые или хотя бы его региона нужно как болезнь решать в зародыше. И для этого у него есть весь арсенал в виде всяких ЦРУ, ФБР, Абверов и других разведок, а также целые аналитические центры.
И вот вам домашнее задание. Являлись ли и являются ли сейчас руководители вашей страны стратегами в мировой политике? Способны ли они вовремя учуять неладное? Принимают ли правильное решение и кто ваши союзники? Потому что если руководитель вашего государства видит не дальше своего носа и только в обозримом будущем лет на 5, пока он у власти, то грош ему цена. Потому что он должен уметь данные всех своих разведок и отчетов анализировать. Думайте об этом, когда идете на выборы. Способен ли ваш кандидат анализировать данные из разведок и аналитических центров? Или он вам понижение тарифов обещает, чтобы вас облапошить и дорваться до власти, а там трава не расти? Последним таким более-менее геостратегом в западном мире был Рональд Рейган. Это был убежденнейший антикоммунист. Из СССР он не сюсюкался и не цацкался. Как только он пришел к власти, стал давить СССР как только мог и не побоялся разместить ядерный арсенал в странах Западной Европы. В 1983 в своей речи Рейган провозгласил СССР империей зла, отказался от политики разрядки, а даже наоборот вошел в прямую конфронтацию с коммунизмом. Он устроил гонку вооружений и поддерживал любые антикоммунистические проявления во всем мире. С советскими лидерами Рейган ни разу не встречался. При этом он укрепил американские вооруженные силы и отдал приказ совершить вооруженное вторжение в Гренаду, которая сильно сдружилась с СССР, то есть выбрала себе неправильных союзников. И чтобы Гренада не превратилась в Кубу, Рейган твердой рукой эти ее порывы пресек. Также Рейган приложил огромные усилия, чтобы ликвидировать сандинистский режим Никарагуа. Также он оказал поддержку силам оппозиции, действовавших против контингента советских войск в республике Афганистан. Обратим внимание, что Рейган не дожидался, когда СССР слетит окончательно с катушек и попрет войной на соседние страны дальше Афганистана. Он все это делал, чтобы ослабить СССР и, может, даже не мечтал, что развалит его. В марте 1983-го Рейган объявил широкомасштабную программу по достижению военного превосходства в космическом пространстве, так называемая СОИ, или программа Звездных войн, цель которой была максимально экономически ослабить Советский Союз. Рейгана мы считаем геополитиком, потому что он понимал, что Советский Союз – оплот коммунизма и самая большая угроза миру. И уяснив это, он сделал все, чтобы не оставлять проблему потомкам. Он хотел ослабить СССР, а в итоге так ослабил, что тот развалился. Наверное, и сам не ожидал. Рейган понимал, что советская страна – это мина замедленного действия на ближайшие лет 100. И действовал не абы как досидеть срок, а пользовался своей властью с умом. Другой наш пример – это наш самый-пресамый геополитик, можно сказать, образец Уинстон Черчилль. Единственный в свое время геостратег, который видел дальше всех и только тем и занимался, что тыкал своих современникам фейсом об тейбл. В Ялте, когда Рузвельт думал только о том, как ООН создать, и за его спиной пытался со Сталиным договориться, Черчилль старался отвоевать у Сталина хотя бы Польшу и Грецию, наблюдая с ужасом, что Сталин загробастал себе восточноевропейские страны. Черчилль понимал, что Гитлеру-то капут, но другая зараза, коммунистическая, при этом значительно расширяется. Но Черчилль не сдается, он не складывает руки, он разрабатывает Operation Unthinkable, операцию немыслимая, чтобы забрать Польшу из-под влияния Советского Союза. Черчилль рассматривал Польшу как ключ к Восточной Европе и считал, что англо-американцы ни в коем случае не должны допустить установления некоммунистического господства. Но Черчилль собирался, если все пойдет по плану, не останавливаться и гнать Советы до Волги, то есть, по сути, повторить план Барбаросса и заставить Сталина капитулировать. Но мудрый английский народ Черчилля не выбрал летом 45-го, и тот ушел в отставку. К власти в Великобритании пришло лейбористское правительство во главе с Клементом Этли. Этли был гораздо более благоприятно настроен в отношении СССР. Он, естественно, засунул Operation Unthinkable под сукно,
а во внешней политике доверился и подчинился США. Так что Вторая мировая, если Черчилль еще в 1917-м был самым ярым сторонником кампании по отстранению большевиков от власти, еще тогда плевался на неспособность союзников сокрушить советское государство в его зачаточном состоянии. В 1949 году Черчилль заявил британскому парламенту такое: «Я думаю, настанет день, когда не только одна сторона Палаты представителей, но и весь цивилизованный мир без сомнения признают, что удушение большевизма при его зарождении было бы неисчислимым благословением для человечества». В своей следующей речи в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне в июне 1954-го Черчилль признался: «Если бы меня как следует поддержали в 1919-м, я думаю, мы могли бы задушить большевизм в колыбели». Но все подняли руки вверх и завопили: «Это возмутительно!» Черчилль называл коммунистов грязными бабуинами, но ему, к сожалению, так и не удалось задавить коммунизм в колыбели, потому что тогдашний премьер Ллойд Джордж хотел приторговывать с Россией. Ничего не напоминает. Мир стоит на пороге краха, коммунизм расползается по Европе как тараканы, а Ллойд Джордж только волнуется о том, как приторговывать. Да устрани проблему и приторговывай, сколько влезет. Но, как видим, за 100 лет ничего не изменилось, и даже сейчас многие страны Европы предпочитают приторговывать с Россией, как ни в чем не бывало. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Короче, мы разобрались в том, как мыслят геостратеги, которые стараются не оставлять следующим поколениям проблемы и видят их ясно и четко не только для своей страны, но понимают, что в глобальном мире проблема, нерешенная сегодня, придет в твою собственную страну завтра. И вот только теперь плавно переходим к теме посттоталитарных стран. Мы уже рассмотрели на примере Китая, что творится в диктаторских режимах, где правители получают абсолютную власть, как тоталитаризм влияет на психику народа. Посмотрите эти видео, и вот вам домашнее задание номер 2. Не на пути ли ваша страна к правлению Мао? Потому что как Дэн Сяопин не пытался потом сделать что-то путное из Китая, но пришел Си Цзиньпинь и все это похерил, и все продолжается как и было. Также для наглядности посмотрим в сторону Северной Кореи. Представим, что завтра что-то случится невообразимое, и режим Ким Чен Ына падет. Все счастливы, полная эйфория, а страны, мировые лидеры говорят северокорейцам: а теперь стройте себе демократию сами, а мы будем наблюдать, иногда выражать обеспокоенность, а иногда приезжать, чтобы поцеловаться с вашим новым вождем. Кто-то верит, что северные корейцы сразу же выберут себе хорошего правителя, проведут демократические выборы и заживут припеваючи. Конечно, нет. Никто в это из здравомыслящих людей не поверит. Если так и случится, то после хорошего правителя там к власти опять придет диктатор, скажет, что все это была ошибка, деды воевали, и не так все плохо было в Северной Корее времен Ким Чена, потому что этот новый диктатор понимает, что такие наработки, как дебилизация населения, которое поколениями жило в стойле, дорогого стоят. Их терять нельзя, ими нужно пользоваться, этими наработками. Именно поэтому Германию после Гитлера долго приводили к памяти и лечили от тоталитаризма при помощи 4D. Демилитаризация, денацификация, демократизация, децентрализация. В связи с этим провели Нюрнбергский процесс. Это чтобы понесли наказание виновники преступлений, чтобы общество видело, что зло наказуемо. Второе. Подняли экономику в переходный период. Административные функции выполняли американцы. По воспоминаниям чьим-то, где-то я читала, в каждой префектуре сидел американец с сигарой во рту и ногами на столе и руководил, пока немцы приходили в себя и осознавали, что с ними случилось, то есть пока их психика приходила в норму. Третье. Люстрация. Понятно, что у власти не оставили какого-нибудь Геринга. Нацисты в последующих выборах, естественно, не участвовали. Их партия прекратила существование. Все с чистого листа. И вот первые выборы в Германии состоялись только в 1949-м. То есть через 4 года, когда немцы уже в принципе подлечились и их ментальное состояние пришло в норму. Если бы выборы прошли раньше, немцы бы опять выбрали себе нового Гитлера, даже не сомневайтесь.
Таким же примерно образом США лечили Японию по той же схеме. В Японии до 1948 года шли судебные процессы над военными и политическими преступниками. Свыше 500 военных офицеров покончили жизнь самоубийством сразу после капитуляции Японии, а сотни других отправились под военный трибунал, и многие были казнены. Американцы провели реформы в экономической, политической, социальной и культурной областях с целью, внимание, устранить все элементы бывшего тоталитарного строя. В результате реформ абсолютная монархия преобразовалась в конституционную. 7 лет американцы лечили эту страну, и только в 1952 японцы стали способны самостоятельно управлять своим государством. Обратим внимание, что американцы по ходу действий, видимо, поняли, что демократию там не устроишь, и согласились на конституционную монархию. Это Азия все-таки. И вы уже понимаете, к чему я клоню. Когда развалился Советский Союз, то Рейган уже ушел от власти. Он был уже старенький, гордился своими достижениями. И есть мнение, что это он не сам был такой геостратег, а советники его таковым сделали. Ну, наверное, это так. Потому что, когда я послушала его интервью, уже после того, как он отошел от власти, то Рейган утверждал, что вот теперь у СССР все будет прекрасно. Он верит в Горбачева, тот ему обещал, что теперь в Советском Союзе навечно поселилась демократия. И вот наступают такие времена, что те американские президенты, что пришли после Рейгана, уже не были не то что геостратегами, а хоть бы тактиками на минималках. Все они свято веровали, что с каких-то вольтов постсоветские страны резко превратятся в демократии. Хотя всякие аналитики и советники им должны были нашептать: ребята, в 1917-м эта империя уже разваливалась, но на ее место пришел коммунистический кровавый режим. Аналогично на месте СССР возникнет другой режим, если вы за них серьезно не возьметесь, если вы не станете относиться к СНГ настороженно и не поможете хотя бы европейским странам, Украине и Белоруссии построить у себя демократию, потому что азиатские страны все равно продолжили бы свой азиатский путь с падишахами, султанами, халифами и царями. И теми неуслышанными советниками, а они, я уверена, были, ними манкировали, и кровавый режим на месте Советского Союза таки возник. Но этот режим был гораздо изощреннее предыдущего. Расхожая фразочка «придут фашисты, которые назовут себя антифашистами», в который раз нашла свое подтверждение. Этот режим принял типа конституцию и частную собственность. Он имел все атрибуты демократии и назвал себя демократическим правовым государством с республиканской формой правления. Звучит непонятно, но слова «демократия», «право» и «республика» присутствуют. И эти слова убаюкивали западный мир. Инаугурация Буша-старшего прошла в начале 1989-го. Буш получил все, что приготовил ему Рейган. Падение Берлинской стены, распад СССР, но Буш по завету Рейгана молился на Горбачева, считая, что теперь на Советский Союз можно не отвлекаться, а сосредоточился на Персидском заливе. Отношения его с Горбачевым были дружественными, типа «ну давайте там строите свое демократическое государство, мы вам не мешаем, мы вам гуманитаркой поможем, конечно, чтобы голод не случился, с этими вашими шоковыми терапиями, а там как получится». Продвинутый постсоветский народ удивлялся, что это такое, какая демократия, а где суд над коммунистическим режимом? И вышел народ на улицы с лозунгами «судить КПСС, даешь советский Нюрнбергский процесс». Власть отреагировала: хотите суд? Нате вам суд, успокойтесь только. Я вам даже зачитаю свидетельство какого-то участника этого процесса. Особенно рассмешила дама Альбац. Сейчас она висит на миротворце, как представитель средств массовой информации фашистской России, страны-агрессора. Эта дама с понтом демократка выражала возмущение по поводу плохого снабжения и экипировки российских военных преступников на войне с Украиной. Цитирую. И в самом деле судят КПСС. Где? В Москве, центре международного коммунизма. Кто судит? Бывшие члены КПСС.
Это юристы с дипломами советских вузов. Они одеты в западноевропейские судебные черные мантии, но на стене за их спинами висит герб РСФСР. Кто главные обвинители? Бывший кандидат в члены Политбюро Якунин, поп Растрига, который признался в суде, что он крал документы из госучреждения. Или свидетель Альбац, дама с большим декольте, жестокий обвинитель ВЧК КГБ. Иногда казалось, что некоторые из свидетелей сошли со страниц Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Конец цитаты. То есть формально суд провели, показать, что мы же демократия, а вот люстрацию замяли, все коммунисты остались у власти и продолжали отличненько участвовать в выборах. В Украине весело баллотировался на пост президента второй секретарь ЦК КПУ Кравчук. Выборы состоялись, и они нужны были за тем, чтобы типа демократическим путем протащить президенты коммунистов к власти, теперь уже предоставив им полнейшую легитимность. А западный мир все это время просто наблюдал за распадающимся Советским Союзом, хлопая глазами, как кукла Барби, завороженной Россией как преемницей СССР. Остальные республики их мало интересовали. Они на эти республики смотрели сначала глазами Горбачева, он был их главный эксперт и гуру в этом вопросе. Западный мир хлопал в ладоши, созерцая, как менялась вывеска над восточным варваром, и не нашелся Черчилль, который бы их повозюкал фейсом ап тейбл. И когда Советский Союз наконец прекратил существование, то Европа только Прибалтику быстро прибрала к рукам, ведь та недолго и находилась в его составе, да и крошечная. Восточные республики вернули свое азиатское прошлое, где правят султаны, цари, падишахи. Это их привычное состояние. При этом азиатская, по сути, Россия в очередной раз замылила всем глаза и убедила Запад, что она самая, что ни на есть, европейская Европа. Это в ее исторической привычке убеждать всех, что черное это белое и наоборот. Методика старая еще со времен Петра I. И в очередной раз она сработала. А что до Украины и Беларуси, то Запад тупо кинул эти две действительно европейские страны на произвол судьбы. Дело в том, что у США и Европы вечные терки по этому поводу, и они длятся до сих пор. Американцы считают, что если Украина и Беларусь это Европа, то пусть Европа ними и занимается. Но все дело в том, что Европа без погонщика типа Черчилля это ни о чем. Благополучная ленивая Европа разучилась совершенно мыслить стратегически и абсолютно была не готова кем-то там заниматься. И вот эта отмороженность Европы, это тоже стало миной замедленного действия, потому что Ельцин, который корчил из себя демократа, при каждых переговорах вдалбливал западным партнерам: вы туда, в Украину и Белоруссию не суетесь, это зона наших интересов. Это было самое страшное, что щелкнуло в головах западных в то время. Уже никто из них не видел в России империю зла. В ней видели демократию, с которой надо тёмкаться в засос и приторговывать, как завещал Ллойд Джордж, а остальное пофиг. Теперь конкретика. Маргарет Тэтчер, пока был Рейган, просто следовала его внешнеполитическим рекомендациям. Но после Рейгана она потерялась и особо не вникала, что там за страны постсоветские и чего они хотят. Тэтчер приехала в Украину летом 1990-го. На Майдане Незалежности украинцы радостно ее встречали с плакатами на ее родном языке. «Украина стремится в европейский дом». То есть мы с самого начала просились в Европу и умоляли не ассоциировать нас с Россией. И геостратег этот посыл услышал бы моментально. Но не эта затянутая дама. В Раде ее спросили, поддерживает ли Великобритания право Украины на самоопределение и что она думает о посольстве Украины в Лондоне. Видео я не нашла этой ее речи, но видно из стенограммы, как эта с понтом железная леди откровенно перелякалась этого вопроса, как она всполошилась и запаниковала, что не дай бог это услышит товарищ Горбачев и плохо о ней подумает. «Господин председатель, я вижу, вы пытаетесь вовлечь меня в вашу политику. Посольство предназначено только для стран, имеющих полный национальный статус. Поэтому у нас есть посольские дипломатические отношения с Советским Союзом, с США, Канадой, с Австралией. У нас нет посольств в Калифорнии, Квебеке и штатах Австралии. Это вместо того, чтобы обнадежить, будет статус, будут и посольства, и наша помощь в построении демократического общества и все такое».
Что до Буша-старшего, то там еще хуже. Вот статья того времени под названием «Буш не считает серьезными разговоры о разрыве отношений из-за Украины». Здесь говорится, что в четверг Горбачев выразил обеспокоенность по поводу предположения о том, что Буш готов признать Украину, если она проголосует за независимость. Но анонимный представитель администрации Буша успокоил товарища Горбачева, что даже если так и случится, то это не означает, что произойдет мгновенное признание или что-то в этом роде. Ожидается, что предоставление полного дипломатического признания будет происходить постепенно, в зависимости от того, как Киев решит проблемы с правами человека, контролем над ядерным оружием, размещенным в Украине. И, внимание, Буш будет требовать, чтобы статус договоров о вооружении был согласован с Москвой. Летом 1991 Буш приехал в Киев и произнес свою позорную речь, которую на Западе расценили как попытку подыграть Кремлю и отказать украинцам в провозглашении независимости. Назвали эту речь «Chicken Kyiv Speech». Но потом спохватились, и в историю она вошла под дурацким названием «Киевская котлета». Бред полный, причем тут котлета, но надо было спасать положение. На самом деле ее название «Трусливый киевский спич». Вся говорильня Буша-старшего была пересыпана пустыми словами «демократия», «свобода». Говорил он устало, как пенсионер на лавочке, а не лидер великой страны. И вот что он ляпнул в частности. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заместить тиранию издалека деспотизмом местных властей. Они не будут помогать тем, кто пропагандирует самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Вы представляете эту политическую близорукость? Попытки оторваться от тоталитарного государства – это самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. То есть страшилки об украинских националистах проникли в мозг американского президента. Типа: «За что вы так ненавидите русских? Это все ваша этническая ненависть. А русские – это такие лапочки, демократические демократы просто». И пока я вам все это наговариваю, уже 5 взрывов рядом прозвучали. Это баллистические ракеты «Кинжал», которые на меня кинули эти твои лапочки, которых прохлопал Буш-старший. Воздушная тревога по всей Украине. Вот вам цена трусливой киевской речи Буша-старшего. Историк, а тогда народный депутат Степан Павлюк говорил, что Буш вообще не понимал, что мы здесь боремся против тоталитарного государства. Буш болтал много о свободе, но не объяснил, как это возможно иметь свободу без независимости. От этой трусливой речи Буша-старшего все были в шоке. И это лидер великой державы США. Вот статья в Chicago Sun-Times. Пощечина Буша на переговорах в Киеве привела в ярость бунтующие республики. Грузия возмутилась. Приезжает наследник Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и ведет пропаганду в пользу союзного договора. Почему же он не призвал Кувейт подписать союзный договор с Ираком? Вот, уже 6-й взрыв. Перерывчик, пойду в ванную комнату пересижу. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Короче, что говорить. Запад при распаде СССР испытывал 2 эмоциональных состояния колобка. То радостный, то переляканный. Запад был не готов к такому повороту событий. Он потерял инициативу, но многие и там понимали, что что-то идет не так. Декабрь 1991. Вот заметка. Путь к европейскому единству сталкивается с препятствиями. Здесь обговаривается текущее положение дел в Европе, и консервативная партия Великобритании, тогда ее представителем был Джон Мейджор, выразила мнение, что распад Советского Союза и появление России, Украины и Белоруссии как отдельных стран, вероятно, станет огромным вызовом для Западной Европы. Наилучшей надеждой предотвратить возврат к авторитарному правлению была бы их интеграция с более процветающими экономиками Запада. Однако это может создать серьезную нагрузку на механизмы регулирования европейского сообщества и на экономику стран-членов.
Ну да, Россию Европа бы точно не переварила. Из нее невозможно сделать демократию в ближайшие 300 лет. Но, как видите, европейцы понимали, что если остаться в роли наблюдателя, то со временем все вернется на круги своя. В итоге они и получили не одно тоталитарное государство, а с десяток, плюс мятежная Украина. С другой стороны, если бы они хотя бы остались в роли стороннего наблюдателя, хотя бы, тогда это была бы совсем другая история. Но по завету Ллойда Джорджа они кинулись приторговывать с Россией, а та их постепенно затягивала в свои сети, покупая лидеров европейских стран с потрохами.